Смотри, как много снега за городом выпало. Да это первый снег. Стает быстро. Не нравится мне тут. Идем обратно. Стало быть, историю государства российского ты на зубок знаешь. Я учил. Учил? Да не выучил. А экзамен сдать хочешь? Угу. Тогда не ной. А точно поможет? Точно. Здесь в древности языческое капище было. Если на красный камень монетку положить и желание загадать, точно сбудется. Долго еще? Мы почти пришли. Все, доставай пятак. Мама! Помогите! Войдите. Мое почтение, Яков Платоныч. Этот конверт нужно срочно доставить в Петербург. Отправляйтесь немедленно. Будет сделано. Извините. Вы Анна Викторовна Миронова? Да, это я. Что у вас случилось? Только вы мне можете помочь. Так, присядьте. Что у вас случилось? Евгения убили утром. Он был мне близким человеком. Я вам очень сочувствую. Я должна знать, кто его убил. Умоляю, помогите. Вызовите его дух. И я не могу. Я больше не занимаюсь этим. Ну, вы ведь можете. Вы же говорите с ними. Я и сама знаю, кто это сделал. Но мне нужно убедиться. Нет. Я не могу. Я больше этим не занимаюсь. Простите. Мне сказали, вы добрый человек. Людям помогаете. Извините. Что-то новенькое. А где остальное? Бог его знает. Личность убитого установили?
Евгений Кузьмин, этнограф из Петербурга. Местные опознали. Давно поселился в этих местах? Приехал месяца 2 назад. Гостил у Мицкевича. Это владелец этих земель. А следы? Ну, какие следы, Яков Платоныч? С первым снегом. Стой, мужики, дальше нельзя. Тут место преступления. Знаем мы, поэтому и пришли. Это все черемисы. Пустили их на нашу землю, они теперь вон что творят. Сами посудите, ваше благородие. Земля у них та же, зерно тоже, а урожай они в 2 раза больше собирают. А все потому, что кровавые жертвы своим идолам приносят. Пойдем-ка, любезный, поговорим. Ну, вон, видишь, сейчас поговорим. Может, вот парню вашему сейчас все расскажут. Спокойно. Звать тебя как? Сенька, ваше благородие. Арсений, значит. И что за сектанты, о которых ты кричал? Они вон, рядом с нашей деревней живут. Кугусорты себя зовут. Да тьфу на них. Ты почему решил, что это они его убили? Как кто же еще? Это у них издревле обычай пошел. Жертвам головы резать. Да сразу видно, убийство ритуальное. Слушай, ты мужиков своих угомони, полиция во всем разберется. Убийцу мы найдем, а задумаете с мужиками самосуд вершить. Ты первый ответишь. Понял? Понял, не дурак. А если понял, свободен. Айда, мужики! Нет, господа, понимания. Я к Трегубову нужно рассказать, что здесь творится, а вы поезжайте к Мицкевичу. Разузнайте все об этом этнографе и сектантах этих. А голову? А голову Милцу отправляйте. Нет слов. Просто нет слов. Это чудовищно. Отрезали голову. Не могу поверить. Александр Николаевич. Алексей Петрович, как хорошо, что ты приехал. Это мой друг, Алексей Петрович Турчининов. Мое почтение. Александр Николаевич, мужайтесь. Я уверен, полиция обязательно найдет виновных. Вы же уже опросили подозреваемых, у вас гипотеза есть. Когда вы видели последний раз господина Кузьмина? Вчера вечером, часов в 5. А он как раз собирался идти к черемисам. А что ему у них понадобилось? Так ведь он ради них сюда и приехал. Видите ли, он писал на них работу, этнографическое исследование. Черемисы, черемисы. Кто это вообще такие? Крещеные марийцы называют себя кугусорта, большая свеча. Давно они живут на вашей земле? Да уж поди год. Помните, был громкий процесс в Вятской губернии? После него всех лидеров секты выслали в Сибирь. А простые люди разбрелись кто куда. Вот я и сдал землю в аренду нескольким семьям. И совершили большую ошибку, Александр Николаевич. Как вы познакомились с Кузьминым? Он написал мне письмо месяца 2 назад. Услышал, что у меня живет несколько черемисских семей. Ну, я и пригласил его к себе. И все это время он жил у вас? Да, во флигеле. Я могу взглянуть? Разумеется. Алексей Петрович, проводите? Я совсем неважно себя чувствую. Разумеется, разумеется. Прошу. Давно вы знаете господина Мицкевича? Около года. Познакомились на покерном турнире. Обыграл меня до нитки. Я сразу понял, достойнейший человек. Единственное, что вам нужно о нем знать, то, что он натура благороднейшая. Часто в ущерб себе. Что это значит? Он был единственным, кто согласился принять этих кугусорта. И чем они им отплатили? Послушайте, виновные не установлены, и расследование только началось. Ну да. Наливай, голубчик. Яков Платоныч. Приятного аппетита, Николай Васильевич. Благодарю. Присаживайтесь. Спасибо, я не голоден. Ну что, дожили? Да, это как в этом романе.
у этого, то бишь, автора, всадник без головы. Майнрид. Майнгот. Голова есть, а всадника нет. Что, тело так и не нашли? Ищут. Ну, Яков Платоныч, надо как можно быстрее разобраться в этом деле. Да. И наказать виновных во избежание общественного волнения. Я как раз по этому поводу вас и искал. Прошу вас, распорядитесь послать городовых на охрану черемисов. Крестьяне уже отправились туда, уверенные в их виновности. А вы сомневаетесь в ней? Вариантов немного. Даже если кто-то из них виновен, остальные не должны пострадать. Ну да. Берите человек 10 и поезжайте к этим куку сорта и охраняйте их до завершения расследования. Будет сделано. А может быть, 50 грамм? Благодарю, на службе. Осип, голубчик, хренку принеси. Хорошо. Прошу. Это черновики его книги? Вы хорошо знали господина Кузьмина? Нет, мы беседовали с ним всего раза два. Он мне показался очень увлеченным своей работой. Сударь, вы из полиции? Антон Андреевич Коробейников, начальник сыскного отделения. Чем могу служить? Ольга Александровна Мицкевич. Скажите, у вас есть уже подозреваемый, кто совершил это чудовищное убийство? Об этом я не могу вам пока ничего сообщить. Это убийство ритуальное, Ольга Александровна. Я буду весьма удивлен, если это окажется не черемисы. Все это глупость, Алексей Петрович. Черемисы любили Евгения Львовича. К чему им было его убивать? А вот кое-кто очень бы желал бы его смерти, не так ли? О чем это она, господин Турчининов? Видите ли, какое-то время назад я сватался к Ольге Александровне. Ну, как раз в это время в поместье появился господин Кузьмин и нарушил мои планы. Стало быть, он был вашим соперником в любви? Счастливым соперником. И поверьте, я с достоинством принял свое поражение. Насильно мил не будешь. Скажите, а где вы были вчера вечером и сегодня ночью? Извольте, у меня секретов нет. Вчера мы допоздна играли в покер. Здесь, в доме Мицкевичей, было еще несколько приятелей. Вы можете расспросить у них. Я уверен, они все вам подтвердят. У Турчининова был мотив. Любовь к Ольге Мицкевич, которая предпочла другого. А где он был в тот вечер? Играл в покер у Мицкевича. Там было еще 3 человека. Завтра их опрошу. Взгляните-ка. Как на красном камне. Голову жертвенных животных предки современных черемисов приносили в дар верховному божеству солнца Кугаюма. К обряду прибегали крайне редко, только в случае по-настоящему большой беды. Записано мною со слов Аксиньи Шуматовой, 96 лет. Значит, точно. Черемисы. Красивейший. Сколько же раз вы там бывали? Ну, поездка бывала. Бывало. Тише, не спугни. Ой, а варенье-то варенье забыли. Сейчас принесу. Оставь, не надо ей мешать. Боже мой, что за пара? Они словно созданы друг для друга. Ну все, мне пора. А куда это вы, барыня, на ночь глядя собрались? Уж не господину Лебушинскому. Не твоего ума дело. Ты еще посмотри, посмотри. Когда вернусь, мне все расскажешь. Как прикажете. Скажите, Андрей Петрович, а в Туркестане вам приходилось бывать?
Приходилось. Самарканд. Потрясающий город. Удивительные памятники старины. А почему вы спросили? Просто интересуюсь экзотикой. В этом мы с вами похожи. Я мечтаю показать вам мир. Что ж, возможно, вашей мечте суждено исполниться. Анна Викторовна, что с вами? Боже. Кто вы? Чего вы от меня хотите? Ты должна спасти невинных. Невинных? Как мне их спасти? Солнце идет с запада на восток. Анна Викторовна, так вы решили, куда вы хотите поехать в первую очередь? Туркестан, Индонезия или, может быть, Марокко? Марокко. Хотите чаю еще? Да, с удовольствием. Ну, что я скажу, Яков Платоныч. Судя по всему, смерть наступила примерно с 7 до 9 часов прошлого дня. Можете сказать, чем голову отделили от тела? Ну, скорее всего, топор. А может быть, даже мясницкий нож. Вот посмотрите, сколь равны и уверены эти надрезы. В общем, одним словом, это дело человек хладнокровный, он точно знал, что он делает. Надеюсь, что он отрезал голову уже после смерти господина Кузьмина. Несомненно, но точно о причинах смерти я скажу только тогда, когда будет найдено тело. Что ж за зверь это совершил? Есть только один зверь, способный на это, Александр Францевич. Человек. Доброе утро. Здравствуйте, Иван Евгеньевич. Где-то здесь я оставил мой стетоскоп вчера. А, так вот же он. Вижу, вы в хорошем расположении духа. Да. С тех пор, как я приняла решение, мне стало легче. Очень надеюсь, что вы о нем не пожалеете. Ну, если пожалею, то кроме себя мне винить будет некого. Логично. Прошу прощения, меня ждет пациент. Ваше благородие, вы пришли язычников арестовывать? Правильно, давно пора. Вы пришли с Аксиньей Шуматовой поговорить. Знаешь, где живет? Да, конечно, вот в том доме. Вас проводить? Сами управимся. Как прикажете. Ида Петара! Ида Петара, не губите, пощадите, господа добрые, пощадите. Встань. Добрые, пощадите. Ты не плачь, успокойся. Не убивцы мы. Как звать тебя? Мария Шуматова. Аксинья Шуматова здесь живет? А, здесь это мужа моего бабка, старшая в роду. Тут. А что за звуки странные? Ушкал корова рожает. Бедная скотина сутки разродиться не может. Ты проводи нас к Аксинье. Да, провожу. Прошу, господа. Кузьмин часто к вам приходил? Вот часто, барин. Он и расспрашивал про традиции, наши обычаи. Да вы слухам-то злым не верьте. Что ж думаете, мы бы руку на него подняли? Вот сюда. Проходи. Вова! Из города следователь пришел. Про Евгения Палагома спрашивать хочет.
Ступай. Антон Андреевич, двор осмотрите. Я хотел задать вам несколько вопросов. Вы хорошо знали покойного Евгения Кузьмина? Знала. Рассказывали ему о религии, об обычаях Кугасурта? Да. Здесь написано, что этот рисунок он сделал с ваших слов. Зачем нарисовал? Черемэ, черемэ! Я не понимаю. Грех. Это раньше можно было, а сейчас нельзя. Зерно можно, хлеб можно, свечку можно, а кровь нельзя. Хорошее у вас хозяйство. А муж твой где? На базар поехал. Мясо продавать. Он что, у тебя мясник? А чего ты корове не идешь помогать? Ты что ж задумала, а? Прости, прости, Валик, прости. Куда? Держи ее! Я Чекалин. Я Чекалин. Мама, мне страшно. Похоже, Кузьмин ошибался. Этот обряд все еще в ходу у черемисов. Я же ты! А что мне было делать? Сына спасать надо. В больницу ему надо срочно. Городовые зовите. Да. У меня эпилепсия, припадок. Промит внутривенно. Да. Так. До сих пор без сознания. После приступа это обычное дело. Скоро придет в себя. Что же они его привезли-то так поздно? Нам повезло, что он вообще к нам попал. Кругом невежество и мракобесие. Его мать, чтобы его спасти, отрезала голову свиньи. Представляете? Голову отрезала? Угу. Ну, какая-то секта. Их уже арестовали по обвинению в убийстве приезжего этнографа. Ему, кстати, тоже отрезали голову. Что у вас за город такой? А ведь он сказал спасти невинных. Кто? Этнограф. Анна Викторовна. Иван Евгеньевич, ну не могу я с этим ничего поделать. Я надеюсь, в вашей жизни что-нибудь изменится, и вы, наконец, перестанете вести эти бесконечные диалоги с покойниками. Да, я тоже этого хочу. Куда вы спрятали тело? Какое тело? Юмутара, не знаю я ничего. Вот он, ваше благородие. Гаврила Шуматов. На ярмарке взяли. Молодцы. Свободен. Ну, рассказывай, где был вчера вечером? Хлебай мне, Гаврила! Не говори им ничего! Тише, тише. Обвинения тяжкие. Молчать вам не советую. Хочешь сына сиротой оставить? Молчи. Говорил я тебе, нельзя было запрет нарушать. Бог покарает. А я ж это только ради сына. Только ради сына. Вы нам правду расскажите, а о сыне мы позаботимся. Это вы устроили ритуальное жертвоприношение? Да. Сын умирал. Другого выхода не было. Продолжайте. Подробнее. Отвели ее в лес. Там закололи и голову отрезали, как полагается. Кого ее?
Свинью. Какую еще свинью? Что вы городите? Вы за кого нас принимаете? Дураков в зеркале ищите. Кто убил этнографа? Не знаю, какого этнографа. Ясно. Давай-ка в камеру их обоих. Посидите, подумайте. Юма, Утара. Гаврила. Ты смотри, может, следы какие увидишь. Да как их увидишь? За городом вон сколько снега насыпало. А ну-ка, иди сюда. Чё? Кажись, этнограф наш. Да. Его ни с кем не перепутать. У него примета особая есть. Головы нет. Это что? Кусок ткани какой-то. Улика. Надо за Антоном Андреевичем послать. А, понял. Держи. Ага. Ты где был? Работал. Где же мне еще быть? Постоянно работаешь. Я сижу здесь одна целыми сутками. Чувствую себя абсолютно ненужной. Да, господи, Лиза, ну что с тобой? Ты совершенно перестал уделять мне внимание, Виктор. Послушай, я ведь не для себя стараюсь. Я же хочу, чтобы у тебя было все. Понимаешь, все, что ты захочешь. А ведь эти шляпки, наряды и прочие твои прихоти, они ведь тоже стоят денег. Ты уже давно не дарил мне никаких нарядов. Ты говорил, что мы поедем в Ниццу, не свозил даже в Петербург. Мы так и торчим в этом чертовом Затонске. Я ведь даже на улицу не могу выйти, на меня все пальцем показывают. Ну, я нахожусь в таком же положении, однако я не жалуюсь. Тебе проще. Ты мужчина. А я? Что мне делать, если я тебе надоем? Куда прикажешь мне идти? Господи, Лиз, ну что ты такое говоришь? Я ведь люблю тебя больше жизни. Это правда? Ну, конечно, голубенькая. На теле, Яков Платонович, нет никаких признаков борьбы. Ни ссадин, ни синяков, ничего. Ни порезов. Это говорит о том, что смерть наступила молниеносно. Жертва не сопротивлялась. Можете сказать что-то о причине смерти? А вот, подойдите сюда. Посмотрите. Удар ножом был произведен вот сюда. Кстати, где вы нашли тело? Примерно в 100 метрах от места, где была найдена голова. Вероятно, господина Кузьмина сначала убили, а затем уже отрезали голову и отнесли ее на алтарь. Угу. Да, я вот что вам забыл сказать. Дело в том, что между убийством и обезглавливанием прошло не меньше 6 часов. Вы уверены? Обижаете, Яков Платонович. А зачем убийце было столько ждать? А может, этого требовал ритуал?
Честь имею представить новое ночное подразделение «Ночная фиалка». Боже мой, Петр Иванович, какая прелесть! Французская формула. Столько, я вам скажу, денег стоило. Ох-охо. У меня ведь есть еще и эскиз флакона. Мария Тимофеевна. Его разработал сам Рене Лалик. Тоже обошлось мне в копеечку. Уверена, что ни одна модница не обойдется без вашего де парфюма. Кстати, когда они появятся в продаже? Мария Тимофеевна, ну припомните, мы ведь с вами это обсуждали. Как только будет издан ваш роман, так сразу. Кстати, как он продвигается, далеко ли до заветного слова конец? Осталось всего лишь несколько глав. Но я до сих пор не решила, какой будет финал. А почему бы вам не посоветоваться со мной? Спросите у меня, я подскажу. Ну, или у Аннет. У нее тоже богатая фантазия. Это точно. Чего только стоит ее безумная идея поехать в Туркестан и лечить холеру. А она что, до сих пор не выбросила из головы эту блажь? Надеюсь, выбросила. Что? Кстати, она вновь проводит время с Клюевым. И чему я безмерно рада. Но больше ничего не скажу, боюсь сглазить. Ну, слава богу, что проводит. Клюев ее любит безмерно и очень трепетно. Он стрелялся ради нее на дуэли. О чем-то это говорит? Гениально. А что, если финал закончится дуэлью? Соперники сходятся. Вдруг появляется моя Агата. Становится между ними. Я должна немедленно обдумать этот вариант. Постойте, Мария Тимофеевна, дуэль из-за Агаты, но она ведь брошенная женщина, глубоко страдающая. Это было в 5 первых главах. А я, слава богу, уже пишу 30-ю. Мария Тимофеевна! Мария Тимофеевна! Анна Викторовна, Здравствуйте, Яков Платоныч. как там ваш маленький пациент? Пришел в себя, но у него эпилепсия, надо мальчика лечить. Вы молодец, что вы его к нам привезли. А его родители задержаны по подозрению в убийстве? Боюсь, что именно так. Плохо. Ко мне приходил дух Кузьмина и сказал, что нужно спасать невиновных. Я думаю, что речь шла о них. Да, и еще он сказал, солнце движется с запада на восток. И что это может значить? Я не знаю. Я благодарен вам, что вы разговариваете со мной, как прежде. Это не как прежде, Яков Платоныч. Вы мне причинили очень много боли. И я благодарна вам за это. Теперь я точно знаю, что в жизни важно. Спасибо. Оленька, мне сказали, что ты ничего не ела. Я не голодна. Открой мне, пожалуйста. Давай поговорим. Оленька, дочь, я знаю, как тебе сейчас тяжело. Я был неправ по отношению к бедному Евгению Львовичу. Прости меня. Папа, я не хочу, чтобы господин Турчининов приходил к нам в дом. Дорогая моя, ну а чего же? Алексей мой друг, и к тебе он прекрасно относится, зла не держит. Когда я ему отказала, он так мерзко улыбнулся и сказал, что рано или поздно я буду принадлежать ему. Оленька, но ведь это не делает его убийцей. Да и как он мог убить? Он весь вечер был со мной. Спокойной ночи, папа.
Ну что ж, господа, поздравляю. Хорошие новости. Поздравлять пока не с чем, Николай Васильевич. Ну как же, как же. Черемисли схвачены и дело раскрыто. Все не так просто. Мы тоже сначала были уверены, что это Шуматова убили Кузьмина. Там один Гаврила чего стоит, он ведь мясник, ему голову отрезать пара пустяков. Их вина пока не доказана. Да. Доктор Милс установил, что голову отделили от тела спустя 6 часов после того, как убили этнографа. Что вы на это скажете? А может быть, это Мария в одиночку его убила, подкараулила этнографа и вонзила ему нож в шею. А после уже пришла к мужу в деревню, покаялась, дескать, мол, так и так. Этнограф уже мертв. Давай совершим этот ритуал. Ну, хоть какая-то возможность спасти сына. Ну, у них там, знаете, свои причуды. Не знаю. Что-то здесь не так. Что же не так? Предчувствие. Помнится, раньше вы руководствовались исключительно фактами. С вашего позволения откланяюсь, господа, у меня есть дела в городе. Да-да, Антон Андреевич, поезжайте до завтра и не теряйте головы. До завтра, господа. Куда это он так стал часто спешить? Раньше его из ресторана не вытянешь. Ну что ж, за хорошие новости. И все же это не черемисы. Антон Андреевич, мое почтение. Андрей Петрович, вижу, вы интересуетесь книжными новинками. Да вот, заказал путеводитель по Марокко. Давно там не был. Угу. Собираетесь в путешествие? Все может быть, все может быть. Мое почтение. Всего доброго. До свидания. Антон Андреевич, я не ожидала, что вы сегодня зайдете. Отчего же? Весь город говорит об этом ужасном убийстве этнографа. Преступление раскрыто, убийцы арестованы. Как я рада это слышать. Однако я вижу, вы не скучали в мое отсутствие. Да я смотрю, вы ревнуете. С чего вы взяли? Впрочем, я ревную. Ревную вас безумно. Подождите. Это значит, что вы мне не доверяете? Вы думаете, что я могу вас обмануть? Да, вы правы. Мы поторопились с помолвкой. Пелагея, нет, я умоляю вас, не говорите так. Я не верю своему счастью и боюсь, что оно ускользнет от меня. Я не должен был оскорблять вас ревностью. Знаете, сегодня днем я мечтала, как мы будем жить с вами вместе. Как я буду провожать вас на службу. Вы должны показать мне вашу квартиру. Правда? Я хочу увидеть, как вы живете. Я, разумеется, все вам покажу. Там, правда, необходимо навести. Солнце идет с востока на запад.
вот еще. Сердце ее забилось радостно, радостно забилось в предчувствии любви. Она подошла к зеркалу, она оглядела себя, она коснулась рукою пышных волос, а ведь я еще красиво, подумала Агата. Вот это место тоже. Здесь героиня должна непременно взять флакон с фиалкой и подушиться. Ну, позвольте, Петр Иванович, она уже душилась фиалкой 10 страниц назад, и я уже написала, что она минуты печали ими пользуется. Мария Тимофеевна, вы же автор. Вы написали, вы и перепишете. Ну, не только в минуты печали и меланхолии, а еще и в минуты сладостного, радостного волнения. Смысл в том, что бы ни случилось, бери фиалку. Это совершенно невозможно. Мой роман о женском сердце, а не о ваших духах. Дай вам волю, вы на каждой странице поставите свою фиалку. Ничего подобного, Мария Тимофеевна. Сейчас я вам напомню. Вовсе не на каждой. Прошу вас. Ночная фиалка упоминается на странице 6, на странице 17, 44 и 73. И 70. Это 4 раза. Всего 4 раза. Всего нужно довести хотя бы до 10. Еще 6 раз. Вы с ума сошли? 3 и только. 5. И 4 не будет. Мария Тимофеевна, я ведь не для себя стараюсь, а ради ваших книг. Нет. Моя книга хороша и без ваших духов. Ах так? Воля ваша, как знаете. Черт с вами. 4. Однако, Мария Тимофеевна, могу ли я вас попросить написать таким образом, чтобы аромат вот этот был охарактеризован со всех сторон? Глубоко, по-настоящему художественным, где-нибудь так, чтобы он стал осязаемым. На страничку можно. Петр Иванович, перестаньте мне морочить голову. Что с вами такое? Мы же делаем одно дело. Ну согласитесь, мы же соавторы в конце. Я сама знаю, как написать мне мой роман. И сколько страниц оставить на ваш роман. Ну давайте обсудим это вместе. В конце концов, я что, вам враг, что ли?